Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Главное». В студии Вестника Кавказа Гея Саралидзе, Марина Лагутина. Как всегда, обсуждаем новости Южного Кавказа за неделю. И сегодня у нас в гостях директор Института философии и социологии Азербайджанской национальной академии наук Ильхам Мамедзаде. Ильхам Муалим, здравствуйте! Здравствуйте. Рад вас Здравствуйте. видеть. И мы вас. В нашем регионе, да и во всем мире продолжается год выборов, и в воскресенье 1 сентября в Азербайджане прошли парламентские выборы, и в феврале состоялись президентские досрочные выборы, сейчас парламентские досрочные выборы, и эти выборы называют историческими, потому что впервые за 30 лет в Азербайджане граждане страны голосовали по всей территории государства, в том числе и в Карабахе. И, кстати, как раз на участках, которые были расположены в Карабахе, явка была самая большая. И хотелось бы поговорить о том, какое значение вообще имеют эти выборы для перехода Азербайджана в новую историческую эпоху, потому что завершились выборы как исполнительной власти, так и законодательной, и теперь Азербайджан готов вступить в новую эру, имея полную территориальную целостность, и вот об этом хотелось бы поговорить. Ильхам Муалим, пожалуйста, вам слово. Спасибо. В принципе, это, естественно, не мое слово, общее место, что впервые выборы прошли на всей территории Азербайджана, в Карабахе, Шуше, Кяльки-Джахане и так далее. Везде жители, новые жители, вернувшиеся жители впервые приняли участие в голосовании. В принципе, понятно, что азербайджанцы долго ждали этого. Есть люди, известные люди в Азербайджане, которые обещали станцевать на Джидыр-Дузу, когда Азербайджан вернется. И вот парламентские выборы окончательно как бы фиксируют этот момент возвращения. А с другой стороны, понятно, что страна, которая восстановила свой суверенитет над территориями, над всей своей территорией, она попадает, ну, если не в новую историческую эпоху, то, по крайней мере, ощущает в себе способности начать жить, в общем-то, по-новому. И эти ожидания касаются не только парламента, не только элит, не только властей, но вообще всех граждан Азербайджана. Можно начать это движение в экономике, в политике, в культуре, а можно начать, в общем-то, с парламентских выборов. В принципе, главное – начать и двигаться дальше. В этом плане в Азербайджане к сегодняшнему дню, к этой новой исторической эпохе, многое сделано. И, в принципе, сейчас авторитет нашего президента в Азербайджане настолько велик, и понятно почему. Потому что главный как бы творец наших побед, нашей победы, если хотите, это, конечно, президент страны Ильхам Алиев. И он, и выборы это показали, его мнение является определяющим в вопросах развития политики, экономики, культуры и дальше. Естественно, и парламента тоже. Что было бы интересно в этом новом, что подготовило выборы и дальнейший путь? Ну, прежде всего, если позволите, речь идет о том, что, раз уж мы говорим о выборах, речь идет о том, что все партии, 25 из 26 перед выборами, еще раньше, во время еще 2020 года, был подписан документ о диалоге всех партий. Это значимо, хотя, конечно, партии, как и во многих странах постсоветского пространства, не являются основным тоном вообще выборов, но, тем не менее, этот диалог, документ о диалоге свидетельствует о том, что, в принципе, все готовы сотрудничать, решать вопросы политики с помощью сотрудничества. Естественно, в Азербайджане, как и в любой другой стране, есть те, которые с тем не согласны, но это, я так понимаю, всего одна партия. Наверное, даже в Азербайджане бывает какая-то небольшая группа радикально настроенных людей, которые хотят всего и сразу. Это один момент, диалог, и на выборах, в общем-то, это было видно. Хотя я обязательно должен сказать, что в Азербайджане, как и во многих странах постсоветского пространства, есть одна сильная провластная партия, и, конечно, ее решения много определяют в политической жизни страны.
Это раз. Во-вторых, в Азербайджане идет большой процесс реформирования экономики. В принципе, наверное, с одной стороны, так и должно быть. С другой стороны, видимо, хочется, чтобы реформы как бы стали, стабилизировались и так далее. И парламентские выборы в какой-то мере говорят о том, что вот идет движение к стабилизации. Здесь есть переход зеленой энергетики. Вы знаете, в Баку, в Азербайджане будет КОП-29 проведен. От него многое мы ждем. Есть расчеты о том, как, когда и с какой скоростью переходить от экономики нефти и газа к экономике зеленой. Это важный момент в жизни любой страны, а тем более Азербайджана, а тем более нефтедобывающей страны. И особенно в период, когда, в общем-то, идет борьба с климатическими изменениями, демографией и так далее. Хотелось бы зеленой экономики. И в то же время мы понимаем, что нельзя чрезмерно ускоряться, и это у президента это четко сказано. Следующий момент о культуре хотелось бы сказать. Культура, наука. Ну, мультикультуральная политика страны идет вместе с темой национальной идеи президента. И здесь вот это сочетание мультикультурализма, многообразия и мультикультурализма и национальной идеи интересно. Это, я так понимаю, специфический, особенный опыт, когда азербайджанскую идею видит не как этническую, а именно как идею сотрудничества всех тех, кто живет в Азербайджане. Хорошая, по-моему, толерантная, позитивная идея. Здесь я хочу сказать, что, наверное, будет к месту вспомнить, что последний визит президента России Путина и на встрече с Ильхам Алиевым, они говорили, и оба президента это поддержали, вот в Баку сохраняются русскоязычные школы, они государственные школы, количество учеников все время вырастает, есть университет, ну и так далее, и так далее. Это все свидетельствует о том, что мультикультурализм – это не для красного славца, это на самом деле политика Азербайджана. Она затрагивает культуру, она, в принципе, затрагивает сознание азербайджанцев. Вы знаете, в начале 90-х годов по-разному могло повернуться движение, но вот политика мультикультурализма, культура мультикультурализма, она, в общем-то, не только стабилизирует ситуацию, не только придает толерантности, но вообще становится как бы краеугольным камнем развития культуры. Здесь, ну, мы о многом можем говорить, здесь всегда бывают проблемы, но одновременно то, что светлее вместе с мультикультурализмом, это понятно. Что еще я бы сказал? Ну, наверное, имеет смысл сказать о том, что выборы в парламент оказались в некотором плане, вы знаете, показателем вот политической стабильности. Иногда в 90-е годы, и потом иногда это проявлялось, экзальтации очень много было на выборах. Эти выборы были спокойны. С одной стороны, все ожидали выборов на всей территории Азербайджана, а с другой стороны, вот это спокойствие, я считаю, главный позитивный момент данных выборов. Не было экзальтированности, спокойно проходили встречи, выступления и так далее. Понятно, что ни один парламент не дает в результате только достойных. Но вот надежда на то, что нынешние более достойные, чем предыдущие, эта надежда есть, и она как бы не была опровергнута во время выборов. То есть она как бы нашла подтверждение. Мы не ожидаем чего-то особенного, но одновременно мы понимаем, что вот движение вперед, парламентская власть имеет важное значение. Вот когда мы смотрим на результаты выборов, пока они не объявлены, но какие-то первоначальные выводы мы можем делать, мы так понимаем, что в парламенте будет сильна тенденция внешнеполитической сферы, оттуда многовато людей в парламенте, и все азербайджанцы понимают, что, например, договор о мире или отношения Азербайджана со странами глобального юга предполагает усиление, в общем-то, международной повестки парламента. И это отражено в составе, предполагаемом составе участников. Второй момент – это образование.
Там тоже есть достаточно людей. Мы понимаем, что есть много задач в образовании. Культура, наука, все это очень здорово, но это все после образования. Должно быть хорошее образование, современное образование. Надо, наверное, решать многие проблемы. Есть у нас решение президента и создан университет в Карабахе. Мы от него тоже много чего ждем. Много идут споров в интеллигентской среде, каким должно быть новое образование. Тут и, наверное, в общем-то, большое поле для деятельности. Люди стремятся, профессора, учителя, работать в Карабахском университете. И, в общем-то, может быть, это очень даже положительная идея взять, в общем-то, какой-то локомотив, который выведет, ну, по крайней мере, высшее образование на современные рельсы. Много представителей в парламенте, ожидается большая работа, наверное, в законе об образовании, о науке. Все они приняты в прошлом, но, наверное, эта сфера меняется очень быстро. Дети растут очень быстро, у кого они есть, они знают это. Вот, пожалуй, так. Я надеюсь, я не злоупотребил временем. Вот, ну, если что-то дополнительно зададите, могу о чем-то рассказать еще. Да, спасибо большое, Ильхам. Вот как раз вы упомянули о той атмосфере, которая была на выборах, что это была очень спокойная атмосфера. Вестник Кавказа тоже очень подробно освещал эти выборы. Наши корреспонденты поговорили там с десятком наблюдателей из самых разных стран и организаций. И все вот это именно отмечают, то, что очень спокойно, люди были голосующие очень позитивные, не было нарушений. И вот как раз мы следим за тем, что через 1,5 месяца у нас будут парламентские выборы в Грузии, и вот там мы как раз ожидаем совсем противоположную ситуацию. И вот, Гия, хотелось бы с вами поговорить как раз о той разнице, хотя государство очень рядом находится. Да, разница есть и с предстоящими выборами в Грузии, и, я думаю, с теми выборами, которые будут в Армении. И вообще, надо сказать, что я пообщался с моими друзьями, приятелями, которые были как раз и в качестве наблюдателей в Азербайджане, и они, конечно, вот говорили о той атмосфере спокойствия, благожелательности. Это не только говорит о том, что там хорошо были организованы выборы, это говорит о том, что власть в Азербайджане стабильна. И понятно, что да, там, в этом смысле это и восстановление территориальной целостности, это и то, как быстро начинают, да, строительство идет на освобожденных территориях, что я тоже своими глазами мог убедиться совсем недавно. Вот. Но это говорит еще о том, что Азербайджан вот такой стабильностью своей и той позицией, которой он сейчас занимается, становится, ну, фактически, не фактически, а по любым параметрам таким своеобразным лидером в регионе. Да? То есть это даже вот сказывается вот в этой политической стабильности. Понятно, что если говорить о том, что предстоит в октябре в Грузии, то уже сейчас и те, кто у власти сейчас в Грузии, и те люди, с которыми мне доводится там разговаривать, и политологи, и простые люди, граждане, они все в предвкушении того, что могут быть очень серьезная дестабилизация, причем как до выборов, так во время выборов, так и после выборов. Причем понятно, что уже сейчас понятно, что оппозиция, радикальная оппозиция не примет, даже если все будет хорошо. А с поддержкой западных стран, которые, понятно, в последнее время настроены очень деструктивно по отношению к власти в Грузии, они просто с этой поддержкой будет обязательно оппозиция оказана, в том числе и моральная, и материальная, и дипломатическая. Вот, поэтому, да, действительно, главным, мне кажется, главный итог вот этих выборов в Азербайджане — это то, что власть еще раз продемонстрировала свою стабильность, и то, что сейчас страна и граждане страны, они обращены как раз к позитивной повестке, к повестке строительства, восстановления, да, там,
как раз это и восстановление там и тех территорий, которые вернулись, это как раз вот то, о чем наш уважаемый собеседник говорил, это здравоохранение, это образование, да, это вот такие вещи. Это двигаться в сторону больше еще признания, да, Азербайджана на международной повестке. Вот. В этом смысле, конечно, страна в нашем регионе, на Южном Кавказе, она как раз вот этим и отличается. Сейчас, безусловно, наверное, одной из самых таких позитивных, что ли, повесток, это именно в Азербайджане. Да, действительно, и вот такой проявил народ азербайджанский в очередной раз доверие своей власти. И следующий у нас вопрос, который на повестке остается таким ключевым, это как раз мирный договор между Арменией и Азербайджаном. И в конце прошлой недели глава Армении Никол Пашинян предложил Баку встретиться в двустороннем формате между лидерами двух стран на границе Армении и Азербайджана, и также предложил подписать те пункты мирного договора, которые уже согласованы. То есть из 17 пунктов, как он говорит, 13 уже согласованы, давайте их подпишем и дальше уже будем обсуждать оставшиеся 4. По его мнению, это так ускорит процесс восстановления дипломатических отношений между странами и вообще процесс нормализации отношений. У Баку совершенно противоположное мнение. И вот как раз хотелось бы поговорить о том, зачем Ереван стремится побыстрее подписать какую-то часть мирного договора и почему Баку на это не пойдет. Ильхам Муалим, пожалуйста, ваше мнение. Хороший вопрос. Мы сами об этом думаем. В принципе, понятно, что считается в среде азербайджанских политологов, что в Армении есть радикальные силы, которые хотели бы, в общем-то, каких-то деструкций в стране. Казалось бы, не надо ему торопиться с подписанием мирного договора. Второй момент я хочу сказать. Но этот момент, что расширяются влияние западных сил, Соединенных Штатов и так далее, Франции, можно сказать, на Армению. И, видимо, вот это для чего-то вот стало очень нужно Армении, подписание мирного договора. В принципе, мы в Азербайджане тоже все хотим мирного договора, потому что отсутствие его как бы мешает. Отсутствие его мешает зангезурской проблеме, открытию коммуникации. В принципе, открытие его мешает очень многим проектам, не только логистики, но и очень многим. Не только Армении, но Азербайджану, не только Азербайджану, Турции, не только Турции, Ирану, ну и дальше можно до Китая довести вот это дело. Но вот желание мира не означает стабильный мир. Поэтому, как мне кажется, отсутствие изменения в Конституции – важный момент для подписания Азербайджана мирного договора. Политика – это то, что достижимо, но иногда бывает неожиданно. Но если в Конституции Армении, соседней страны, остается претензия на территории, вот это как бы делает мирный договор с изъяном, получается. Потому что всегда могут сказать армянские политики, что типа раз с такой конституцией подписан мирный договор, значит Азербайджан может согласиться с очередной узурпацией, с очередным каким-то деструкцией на границе и так далее, и так далее. Этот момент очень важный для нас, потому что не мной это сказано, но то, что Армении идет оружие с некоторых стран, как Запада, это можно открыто сказать, Франция, так и не с Запада, о чем я не буду говорить, так как нет у меня подтверждения. И, в общем-то, достаточно большой объем вооружения идет в Армению. Ну, кто-то может сказать, что Армения маленькая, но эта маленькая с большой помощью в 90-е годы внесла большой удар Азербайджану. Поэтому мы знаем, что может нас ожидать, если мы будем как бы игнорировать некоторые сигналы. И то, что остается требование
о Карабахе в Конституции. Это говорит о том, что вот здесь как бы что-то, ну, не совсем готово для мирного договора. А так, в принципе, мы хотим мира, потому что у Азербайджана большие планы экономического развития. Причем есть формула 3+3, и эта формула важное значение имеет. Там Армения участник. Мы бы мечтали бы, что там и Грузия была бы участником, она не всегда с этим согласна. И вот эта формула 3+3 для нас важная, нужная для нас, когда я говорю, для Южного Кавказа. Впервые в жизни Южный Кавказ как бы может, ну, привлечь и большие, и малые страны Южного Кавказа для стабильного развития. Но нужно, чтобы в Конституции не было претензий территории друг друга. Вы же понимаете, что страна с претензиями – это совсем другая страна. И у нас нет опыта выживания с Арменией, когда, в общем-то, она была миролюбивой. И, в общем-то, и западные вариации нас не могут не настораживать. Ну, мы знаем, например, в Армении самое большое американское посольство. Мы знаем, что французы много туда переводят оружие. Отношения Азербайджана с Францией об этом говорят. Это все нас беспокоит, не может не беспокоить. То есть мы привыкли, что от некоторых соседей нас могут ожидать удары, поэтому надо быть ко всему готовы. Поэтому и подписание мирного договора – это очень тонкая вещь. Один момент тоже укажу и закончу. Нас очень привлекает без посредников подписание с Арменией на границе Азербайджана. Но, тем не менее, важнее, чтобы в Конституции претензии были убраны. Ну, как может быть мирный договор с претензиями территориальными в современном мире, где, может быть, кроме Азербайджана, никто больше не смог решить конфликты на границе? Вот я хочу сказать. А мы решили, поэтому мы как бы знаем, что надо быть в этом вопросе осторожными. Вот как-то так. Спасибо большое. Ги, ваше мнение? Что это такая за уловка очередная Не, Пашиняна? ну, если честно, вообще это нонсенс. Вообще это нонсенс говорить про уже, собственно, согласованные статьи, ведь они были согласованы, что вот мы будем договариваться вот по этим статьям. У тебя могут быть какое-то свое мнение, ты можешь быть согласна, не согласна, пытаться там найти какие-то компромиссные решения. Но ты не можешь сказать, давайте мы подпишем, вот эту часть договора мы подпишем, а эту пока подписывать не будем. Просто на самом деле в отсутствии этих статей, которые, да, там, и пунктов, которые изымаются, этот договор перестает быть всеобъемлющим. Он практически теряет свой смысл. Да, тем более, когда идет речь о указании в Конституции одного из государств претензий на территории другого государства. На мой взгляд, это вообще, если честно, в международной практике, по-моему, нонсенс такой, когда нету, допустим, там в Испании нет в Конституции указания, что Гибралтар, вот это наш, и мы будем добиваться, понимаете? Хотя у них есть свои по этому поводу мысли. Но вот так вот, чтобы это было записано в Конституции, на мой взгляд, это действительно нонсенс. И здесь совершенно очевидна реакция азербайджанской стороны. Я думаю, что любая другая страна реагировала бы точно так же. Если не просто у какой-то страны, а вашего соседа, да еще с которым вы находились фактически, да, там, то в замороженном состоянии войны, то в состоянии войны на протяжении последних 30 лет, ну, конечно, я думаю, что вряд ли кто-то то есть, будучи в каком-то нормальном состоянии, пошел бы на это. Поэтому мне кажется, что это очередной такой пашиняновский вот этот выверт, да, там вот это вот попытки, с одной стороны, все время вроде как находиться в процессе мирного урегулирования, какие-то позитивные сигналы посылать, и в то же время делать все, чтобы этот самый мирный договор не подписать. Мне кажется, что это так.
Спасибо большое, Гия. Ну и Ильхам Муалим, так как вы представляете сферу науки, сферу образования, хотелось бы еще затронуть такой вопрос. После визита Владимира Путина в Азербайджан прошли переговоры с Ильхамом Алиевым, как вы уже отметили, по самым разным вопросам, в том числе и в сфере научной и образовательной. Говорилось о том, что будет создаваться Азербайджано-Российский университет, и там несколько раз приводились цифры о том, сколько учеников обучается в Азербайджане на русском языке, сколько филиалов университетов открыты. Как вообще после встречи двух президентов какой-то такой буст в развитии отношений в этой сфере между Россией и Азербайджаном уже начался, или отношения уже были на таком достаточно высоком уровне и просто все продолжается, и как вообще, какие сейчас есть программы? Вот хотелось бы услышать человека из этой сферы. Пожалуйста. Хорошо. В принципе, у нашего Института философии и социологии отношения с нашим институтом России в Москве всегда были хорошие, широкие. У нас есть совместные книги, есть алиевские чтения, которые издаются в Москве, но мы, как бы, алиевские чтения являются объединяющим для философов Азербайджана, России, Казахстана, Узбекистана и так далее. То есть это реальные, серьезные книги, связанные с фигурой Гейдара Алиева, с его наследием, но одновременно с философским и культурным взаимодействием народов, которые жили раньше в едином Советском Союзе. И мы, вот я лично являюсь членом редколлегии журнала, известного философского российского журнала, лучшего, я считаю, «Вопросы философии». И вот жду, что в 9-м номере выйдет моя статья про искусственный интеллект. И в конференциях у нас из России принимают участие, а мы часто едем в Россию. Но, дело в том, что расширять отношения, и научные в том числе, обязательно надо. Дело в том, что есть много задач, которые стоят перед не только общественными, вообще перед наукой стран. И Азербайджана, и России в том числе. И здесь вот был единый организм. Его единого организма уже нет, но связи в науке никто не отменял. И многие проблемы развития науки, они объединяют нас с Россией. Поэтому это надо расширять, развивать. С другой стороны, наука сама по себе развиваться в широком смысле слова, не может. Потому что нужны связи в университетской сфере, нужны связи в издании книг, совместных конференций и так далее. И все это было, но визит, и вообще такой визит, исторический, я бы сказал, он, вы знаете, как бы у нас есть широкая панорама действий. Ну, вот, например, Каспий, или как мы его называем, Хетер. Море усыхает, это большая проблема. Ни одно из государств без другого не решит эту проблему. И без ученых не решит. Поэтому вот здесь большое поле деятельности. Потом, геополитика. Вот это я о формуле 3+3 сказал. Но ведь это еще и Китай, Россия. Это большая сфера, где политическая философия, где политология должны развиваться. И мы здесь должны многое обсуждать. Третий момент. Культура, история. Философия, история, литература, культура, у них есть своя важная задача для того, чтобы идентичность и связи между идентичностями развивались. И мы, в принципе, готовы к этому, но при соответствующей поддержке государств, в данном случае наших лидеров, я думаю, это мы успешно реализуем. Ну, что еще могу сказать? Вот у нас есть большие планы. Будет День философии в Баку, как обычно в Москве. Иногда мы проводим онлайн-конференции. В этом плане искусственный интеллект позволяет расширять, не только наезжать друг к другу, но и онлайн-конференции. Потом я обязательно хочу отметить, что у нас прекрасные отношения с Санкт-Петербургским философским обществом. И там, в общем-то, в вопросах КОП-29
экологическими проблемами у нас налажено достаточно хорошее взаимодействие. То есть что у философов, а вот если есть у философов, считайте, философия – это такой интегрированный механизм для того, чтобы привлечь все остальные науки к совместным исследованиям. Вот я так понимаю, что мы готовы к этому вместе с российской философской мыслью. Вот как-то так, вот чуть-чуть. Язык не терять, нельзя терять то, что в Азербайджане русский работает в науке. Это не только школы, это так, мы пишем, они нас понимают, мы их понимаем. Хотя и здесь есть что делать, потому что, вы знаете, русский язык в другой стране, если она теряет связи с Россией, он становится немножко другой. Он меняется и может не выполнять своего значения как интегратор усилий. Вот иногда вот, казалось бы, русский язык, а вот в науке он уже не выполняет своей роли. Ну, у нас, слава богу, не так. Философская мысль в Азербайджане, естественно, на азербайджанском языке, но русских совместных проектов на русском языке тоже хватает. Но мы будем их увеличивать. Готовы, Спасибо. стремимся. Спасибо Я так большое. понимаю, что Салам Керимович Хусейнов, академик, директор Института философии РАН, всецело в этом деле наш всегда поддерживал. Мы ему благодарны, мы его искренне любим. Если вдруг он услышит меня, я об этом как бы объявляю. Тем более, что корни у него кавказские. Спасибо большое, Михаил Малим. Да. Гия, ну вот вы как считаете, вот эта сфера науки, образования, насколько важное место оно в наших Да, отношениях? она супер важная. Вообще, это, Марина, ты прекрасно знаешь, это я об этом очень часто и в этой студии, и в других студиях, в которых выступаю, если приходится, да, возможность сказать, я говорю. На самом деле, особенно это вот если говорить об отношениях там, Азербайджана с Россией, к сожалению, экономика, да, там, и вот политика, они идут гораздо быстрее и четче, чем делают это гуманитарные сферы. Ну, к сожалению. Я вот философию в меньшей степени моя, я все-таки там выпускник исторического факультета МГУ, вот, но я отлично понимаю, насколько важна гуманитарная составляющая, причем вся, да, и культурная, и научная, и образовательная, и так далее. Вот. Без этого невозможно выстроить по-настоящему близких и хороших добрососедских отношений. Все равно это должно быть. Понятно, что в истории, да, она может служить как таким яблоком раздора, так и наоборот, да, и соединять народы и страны. Мы видели, что конец 80-х, начало 90-х, вот все, что происходило с большой страной, ведь история и разные трактовки того, что и как происходило на разных этапах нашей истории, они во многом оказались фундаментом для той распри и тех страшных событий, которые происходили. Поэтому разговор этот должен идти. Я только за то, чтобы это был профессиональный разговор. Начинался он не на улицах или, да, там где-то в каких-то на кухнях, хотя никто не запрещает об этом говорить, безусловно. Но все-таки должен быть профессиональный разговор, профессионалов прежде всего. Я считаю, что есть очень тонкие вещи, которые должны сначала обсуждаться в тиши таких, да, там, научных институтов, да, и там вырабатываться какие-то правильные подходы, где мы будем находить очень правильные определения того, что происходило. Потому что история, она разная была, и ее сейчас не сотрешь. Да? Другое дело, что если мы об этом не будем говорить, мы дадим возможность различного рода радикалам, экстремистам представлять это в том виде, который ведет к распрям, а не к сближению народов. Поэтому это, мне кажется, это очень важная составляющая. Так же, как я считаю, что важны проекты какие-то в сфере там, там, интернет или телевидения, радио, которые будут направлены на детей, на самых маленьких, совместные проекты, где будет внедряться там и культура, рассказываться о культуре, о тех народах, которые, в конце концов, русские люди живут в Азербайджане, азербайджанцы живут в России, и так можно сказать обо всех представителях всех стран бывшего Советского Союза. И чем мы больше будем говорить друг с другом, чем больше позитивнее мы будем об этом, чем уважительнее этот будет разговор, тем
легче будет вообще, и в том числе и в экономике, и в политике потом. Мне кажется, это супер важная вещь. Я надеюсь, кстати, вот, отношение вот к языку русскому, я это тоже говорил, и говорил это в том числе и вот когда на встрече с президентом Азербайджана, который в Шуше был, они фактически эталонные отношения к русскому языку в Азербайджане для постсоветского пространства. Нет. Белоруссия и Азербайджан. Все. И очень приятно, позитивно то, что именно лидеры наших государств уделяют этому свое особое место, и развивается это как сверху вниз, так и снизу вверх. И еще хотелось бы прям буквально 2 слова сказать о той сфере гуманитарной, которую мы не упомянули, это спорт. Сейчас проходит Паралимпийская олимпиада, продолжается, и у Азербайджана, и у Грузии, и у Армении есть свои медали. Всех поздравляем с тем, что сильные духом люди продолжают славить свою страну. Спасибо огромное за этот интересный разговор. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях был директор Института философии и социологии Азербайджанской национальной академии наук Ильхам Мамедзаде. Ильхам Муалим, спасибо вам большое за разговор. Всего доброго.